Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня мы поговорим с Александром Морозовым, философом и политологом. Добрый день, Александр. Татьяна, добрый день. Здравствуйте, все, кто нас смотрит и слушает. Подписывайтесь на соцсети Александра, они будут по ссылке в описании к этому ролику. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Если вы хотите смотреть или отправить вашим друзьям это же видео на английском, то английская дорожка появится часа через 2. Предупреждаю сразу, что это искусственный интеллект, поэтому не идеальный английский, но тем не менее вы сможете понять, о чем мы говорили. Александр, такой вопрос. Вы написали пост про лето 2017 года, когда украинская дипломатия пыталась создать трек обсуждения возможности введения в ЛНР и ДНР миротворческой миссии ООН с целью выполнения Минских соглашений. Но идея Киева была в том, чтобы эта миссия работала на оккупированных территориях. Идея же Москвы, хотя Путин, как обычно, конечно, изображал зайку, как вы пишете, и рассказывал, что российских войск там нет, что там только народная милиция. Кремль не против, чтобы Донбасс вернулся в Украину, но условия будут такие, что эта миссия должна была стоять только на границе. Ну и, соответственно, это легализовывало бы аннексию. И они не соглашались ни на какие выборы, не соглашались передать под контроль эту территорию хотя бы вот этой миссии ООН до тех пор, пока там не будут проведены так называемые выборы под дулами автоматов этой так называемой народной милиции ЛДНР. И вот сейчас очередной опять виток возможных переговоров, да, возможно опять какие-то соглашения. И вот на фоне всего того, что было в 2014, 2017, 2018 и далее годах, тем более в 2022, насколько вообще, как вы считаете, Украина может доверять таким предложениям о переговорах? Ну, я, собственно, и написал действительно этот пост про 2017 год, именно в связи с тем, что, так сказать, витают разговоры, так сказать, запущенные с разных сторон о возможном перемирии или мирных переговорах. И здесь очень, конечно, важно помнить, что все уже было. То есть Кремль, это 17-й год хорошо показывает, он вокруг такой тематики ведет оперативную игру, что называется. То есть вовсе не предполагая никакого компромисса, никаких реальных переговорных позиций. Путин и его люди, они изображают действительно готовность к диалогу. На самом деле, всякий раз такие, так сказать, такое движение к переговорам упирается в то, что довольно быстро выясняется, что никакого намерения урегулировать конкретную ситуацию у Кремля нет. И Кремль всякий раз как бы повышает требования к ситуации. То есть, условно говоря, если начать мирные переговоры, то Кремль будет находить все новые и новые обстоятельства, которые повышают ставки в этих переговорах. И тем самым возможность достижения результата практически не существует. И перед этим стоит, как мне кажется, сейчас все глобальное сообщество, многие активные стороны, которые, может быть, и хотели бы принять участие в регулировании, но они, глядя на так называемый ультиматум Путина, то есть на его заявление, где формулируются Путиным цели войны, глядя на этот ультиматум, они хорошо понимают, что на основе этой концепции завершения войны, которую Путин предлагает, невозможно построить переговоры. Ну и на этом фоне, естественно, сразу вспоминается действительно и 17-й год, когда Минские соглашения работали, они не ставились под сомнение в тот момент. Они устраивали и европейские страны в тот момент, поскольку они представляли собой, ну, во всяком случае, инструмент замораживания активных военных действий. Но при этом вокруг этого действительно шла игра такая, что, может быть, можно, так сказать, дальше двигаться в рамках Минских соглашений. И тогда Киев, и тогда уже это было еще при президенте Порошенко, тогда Киев предпринимал разнообразные шаги, стремясь двигаться и к тому, чтобы на линии разделения там как-то
там, работали гражданские организации, чтобы увеличивались пропускные пункты, чтобы облегчить населению передвижение через линию разделения. И много разных мелких мер предлагали, все обычно в процессах урегулирования так и делается. И все это в результате было, конечно, блокировано Кремлем, потому что Кремль... Ну, извините, я единственное, что отмечу, что все-таки эти Минские соглашения и остановка огня, оно уменьшило просто в сотни раз в год потери среди гражданских. Да и среди военных, Да, на самом деле, тоже. То есть там на момент, наверное, 21 года, там, всего года, число погибших, по-моему, не превышало 1 десятка или 2 десятков мирных жителей. В основном, причем подорвавшихся на минах на оккупированных территориях. Да, совершенно точно, да, так и было, да. Именно поэтому сейчас очень многие, те, кто хорошо помнит ситуацию и, так сказать, выстраивают, такую просто, линию. знаете, там же основной нарратив был начала СВО, так называемого, что вы бомбили Донбасс. И поэтому 8 лет вы бомбили Донбасс, да, но при этом вот 20 погибших по сравнению с сегодняшними тысячами погибших, по-моему, сейчас вот 1200, говорят, цифра, уже английская разведка говорит об этом, 1200 погибших и раненых российских военных в день. Это уже, я уже молчу про мирных. Да, это совершенно несравнимая ситуация, и, конечно, она вспоминается в этом смысле слова 17-й, там, вплоть до 20-го года, продолжались различные шаги, действия, которые не только, так сказать, не повышали количество гибнущих мирных жителей, а наоборот, эти действия расширяли возможность вообще гуманитарных и гражданских коммуникаций. Поэтому тут, конечно, это все так и было. Но дело в том, что сейчас момент, так сказать, понятный. Дело в том, что для Кремля война, очевидно, она в тупике, это ясно. Никакого ощутимого, так сказать, никакой концепции нет, кроме продолжения обстрелов, которые Кремль ведет. Но при этом Путин, конечно, видит ситуацию, и она состоит из того, что все-таки американская помощь пришла, плюс к тому страны НАТО, тем не менее, сейчас заявляют о том, что они поддерживают сейчас и будут поддерживать дальше Украину, обсуждаются и поставки систем Patriot, да, там, и F-16 и так далее, и так далее. И это все, эта сторона, она влияет, конечно, на Кремль, и Кремль поэтому начинает эту оперативную игру в мирные переговоры, за которыми, собственно говоря, об этом мой пост, за которыми ничего не стоит, кроме вот такого намерения публично изобразить себя заинькой в какой-то момент, а потом снова обнажить клыки, и на этом все, собственно, вся игра заканчивается. Такой следующий вопрос, вот если бы уже, чтобы закончить, наверное, с этой темой мирных переговоров, вот же было предложение 2 советников Трампа, честно говоря, имена которых я раньше никогда не слышала, насколько они реальные советники, потому что мы помним советников Трампа, которые потом оказались российскими агентами, такое уже было в прошлой жизни, так сказать, Трампа у власти. И вот они делают предложение и говорят о том, что, значит, мы будем предлагать Украине садиться, и Украине и России садиться за стол переговоров. Если Украина откажется, мы им перестанем поставлять оружие, а если Россия откажется, то мы, наоборот, дадим гораздо больше оружия. Что это вообще такое? Это реально. Потому что Трамп лично своим голосом, да, не подтвердил это. Но тем не менее это обсуждается, что это где-то с его кругов. Что это было? Я думаю, что моя точка зрения такая. Ничего в реальности не произойдет в том случае, если Дональд Трамп станет президентом в ноябре. Поскольку никаких реальных опций для того, чтобы повлиять на ситуацию, у Трампа нет. И он не может ни какую-то угрозу создать. Почему? Дать нам томагавки, дать нам серьезное оружие, и он создаст опцию для освобождения территорий серьезную.
И этой опции у него нет, потому что таких действий Конгресс не поддержит, потому что такой радикальный шаг, он означал бы то, что Соединенные Штаты берут на себя ту ответственность, которую они сейчас брать не готовы, и ни сейчас, ни в следующем году, ни через год. Поэтому здесь очень узкий коридор у Трампа остается. То есть этот коридор создан, собственно говоря, во время каденции Байдена, и вокруг него существует консенсус относительно того, как действовать, как расширять там, военную поддержку Украины, как действовать дипломатически. Трамп может сделать какие-то заявления, за которыми, так сказать, ничего не последует. И Кремль, на самом деле, прекрасно это тоже понимает. Хорошо, это видно хорошо по реакции Кремля на американские выборы, то, как они идут. И Байден, как бы, его действия для Путина, так сказать, понятны. И Трамп, который уже был президентом и уже общался с Путиным однажды, там, он тоже понятен в этом смысле. Так что я бы сказал, что здесь просто созданы в течение последних 3 лет, во всяком случае, такие активно, особенно в последние 1,5 года, институциональные основы дальнейшей поддержки Украины. И это поддерживает и Конгресс, это поддерживает и весь альянс североатлантический, независимо от того, кто им руководит. Это будет поддерживать Евросоюз, независимо от того, какой расклад, партийный расклад в Европарламенте или там, какой расклад в отдельных больших странах, являющихся главными донорами Евросоюза в целом. Эти институциональные структуры, они будут дальше работать и поддерживать Украину до той минуты, пока действительно сам Киев не сформулирует какую-то концепцию окончания войны. Вот тогда, конечно, начнется какой-то реальный процесс и в Соединенных Штатах, и в Европе, и во всех международных организациях. Вот сейчас есть украинская формула мира, которая предполагает, что война должна быть завершена тем, что российские войска покинут территорию Украины и, так сказать, по состоянию на условно границе 1991 года. И это никто не оспаривает. И нет ни у кого никакой альтернативной концепции ни в Китае, ни в Индии для того, чтобы там, тем более в Соединенных Штатах, ее не будет у Трампа. Но мы посмотрим к марту месяцу, еще очень долго, это длинный период. Раньше марта следующего года Трамп не сможет принимать каких-то радикальных решений, поскольку требуется формирование администрации. Мы не знаем, кто будет в этой администрации, кто будет отвечать за... и кто будет госсекретарем, и аппарат госсекретаря, и кто будет вообще заниматься Центральной и Восточной Европой в администрации, гипотетической администрации Трампа. Еще не факт, что он будет президентом. Так что я бы сказал, что просто очень рано говорить о том, может ли Трамп персонально, так сказать, сделать какое-то удивительное предложение Путину, которое никто из нас не может помыслить. То есть дело в том, что политика устроена так, что если есть какой-то коридор возможностей, то значительное количество людей, которые этим занимаются, может сформулировать примерное направление, сценарно. Но ни один человек, на мой взгляд, на планете Земля не в состоянии из тех, кто занимается многие годы внешней политикой или политикой безопасности, сформулировать, а каким может быть предложение Трампа об окончании этой войны. Могут высказываться такие, ну, так сказать, разного рода фантастические идеи, что Трамп, например, там, я не знаю, там, Кажется, он говорил, что я просто дам Украине такое оружие, от которого там в России совсем не поздоровится. Ну, что такое он говорил? Что я бы бомбил Москву, помните, он говорил даже где-то на каком-то партийном съезде. Бомбил бы Москву или бомбил Пекин, если бы они начали нападать на Тайвань. А Байден типа этого не может делать. Вот что такое он говорил? Но вы, кстати, зря, вот, знаете, томагавки, я посмотрела, там боевая часть всего в 1,5 раза больше, чем у атакамсов, которые нам уже дали. А дальность у него там не 300 километров, да, а 1600. Ну, то есть я не могу сказать, что это что-то невозможное. Вспомните начало войны. Нет, у нас тогда были только джавелины, которые нам, кстати, начал первым давать Трамп.
при Трампе это произошло. Да, я И помню это. стингеры. Ну, то есть нас вооружали приблизительно так же, как афганскую армию во время афганской войны. Для Да-да. длительных партизанских действий. А сейчас Ну, совсем я не другая исключаю история, того, потому что... что все-таки тут, ну, все-таки здесь не Афганистан, здесь города, которые нужно защищать, здесь производство, здесь, в конце концов, житница мира. И нельзя так позволить все здесь разбомбить, как это было в свое время в Афганистане. Вы же видите, зерновой коридор работает, и работает даже лучше, чем до войны. Будет Трамп или нет, в любом случае, действительно, с этим-то можно согласиться, непрерывно там, так сказать, расширяется, так сказать, диапазон тех военных средств, которые Украине поставляются. Это не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее это разворачивается. И будет продолжаться при следующем президенте США, если это будет Трамп, то при нем. Другое дело, что здесь я бы не стал обольщаться. Дело в том, что на каждый следующий ход, и в этом смысл как бы ситуации, так сказать, на радикальный ход Трампа последует радикальный ответ Путина, или какой-то ответ, или форма адаптации, если не ответ. Сейчас все, например, в один голос там говорят и пишут, что Путин на этом этапе не смог отреагировать на, так сказать, изменения, которые происходят в сфере поддержки Украины. Украина не только теперь как бы успешно ведет дроновую войну, не только атакует НПЗ успешно, не только теперь наносит эффективные удары по аэродромам, и видно хорошо, что это будет продолжаться дальше. Украина может получить новые вооружения, и ее действия будут успешны, но они останутся все равно оборонительными действиями. Это фундаментальный момент. То есть они останутся оборонительными. Просто это будет более мощная оборона, которая более сильно блокирует возможность Кремля вести наступательные действия или создавать какую-то, так сказать, сильную экзистенциальную угрозу для Украины. Может ли это сделать Трамп? Да, но это будет, если бы это был не Трамп, а Байден, условно говоря, и точно так же это касается Евросоюза. Потому что фундаментальным моментом последнего года, во всяком случае, является именно то, что все структуры Евросоюза, НАТО, Соединенные Штаты, политические партии, все стоят на том, что Путин не может одержать победу в этой войне. Это фундаментальный момент. Вопрос в том, как она закончится, и вопрос в том, как далеко зайдет то, что называют словом эскалация, это открытый вопрос. Но то, что Путин не может победить, это факт. Ну и скажу, что субъективное отношение к ситуации начала войны, да, когда вот при таком же ракетном ударе, как у нас бывает, там стандартно теперь уже, я уже неслась к границе с Польшей, чтобы на границе передавать ребенка моей коллеге из польского офиса, и она там дальше к родственникам его везла. То есть сейчас я уже думаю о том, а зачем мне вообще эта тревога на телефоне, да, то есть она меня постоянно отвлекает, ракеты с Черного моря уже через мой дом не летят, я не в центре города живу, я не возле военного объекта, и у меня здесь вообще давно уже не было слышно даже дальних каких-то бабахов, ну, дальние там работы ПВО. Соответственно, сказать, что ситуация становится хуже, я не могу. Ну, с точки зрения, вот, наверное, большинства жителей Украины, которые живут не на прифронтовых, конечно, все ужасно, они сносят города. Но вот там, условно говоря, в больших городах не на прифронтовой части, я не могу сказать, что ситуация становится хуже. Вот, но она становится хуже в России, потому что никто не ожидал, что туда будут прилетать уже не только дроны, но еще и ракеты. Да, конечно. Безусловно, потому что действительно для Украины видно хорошо, что, во-первых, система ракетной противовоздушной обороны улучшается, украинская, это очевидно. И с другой стороны, наоборот, Россия, вот последние полгода, это очевидно, ну, во всяком случае, 4 месяца, с тех пор, как все, так сказать, утряслось с вопросом военной помощи Украины, с этого момента, наоборот, хорошо видно, что у Кремля потеряна инициатива. И наоборот, Кремль и Россия, и российское население имеет дело теперь как бы с тем, что
Крым гораздо более уязвим стал, это просто отчетливо видно, чем это было. Да, вот я, собственно, 6 месяцев. я не довела Да, до да. вопроса свою долгую тираду, извините за нее. Ничего Собственно, я страшного. хотела спросить о вот этих событиях в Севастополе, потому что до сих пор непонятно, это было украинское атакамс или это сбитие было летящей ракеты на военный аэродром Бельбек, находящийся в нескольких километрах от этого пляжа. И, соответственно, российское ПВО там сбило, и как-то эти осколки непонятно от чего, то ли от ПВО, то ли от ракеты попали на людей. Но какова реакция внутри Российской Федерации? Потому что мне, конечно, детей жалко в любом случае. Потому что они не выбирали, куда им, на какой пляж им ехать, и зачем вообще им ехать в оккупированный Крым, и находиться рядом с военным аэродромом, по которому уже раз 10 прилетали и дроны, и ракеты. Вот, но какова реакция внутри, если можно, прокомментируйте, как политолог. Я видел следующее. Я видел вот что здесь, что с одной стороны, сразу, как только происходят такие события, российское население, российские граждане, они все начинают задаваться и обсуждать между собой эти, вот в таком примерно ключе вопрос, что, мол, почему власти, значит, не там запретят поездки в Крым, если так дело обстоит? Почему продолжается там реклама отдыха в Крыму? И почему там лагерь Артек до сих пор как бы работает, и туда детей, значит, можно возить, хотя вот такое все происходит? Кто за это отвечает? Кто об этом думает? Ну, и это настроение, оно существует совершенно отчетливо, оно фиксируется и журналистами, которые говорят с российским населением, да и просто в коммуникациях, в общении. Но при этом мы всегда помним о том, что это настроение, оно вот у российского населения, оно очень такое подвижное. То есть, условно говоря, вот сейчас оно так в этот момент думает. В следующий момент, при каком-то там выступлении Путина или успехе, оно как бы сплачивается вокруг флага. Это вот такой момент. И начинает сразу относиться иначе. То есть Путин несколько раз показал это, что если он добивается какого-то успеха, то у него там ура, и настроение поднимается. Сейчас момент, несомненно, вот месяца 3-4 наблюдается явно, момент, когда настроение того, что непонятно, так сказать, что дальше будет, куда происходит, потому что вот теперь Украина, это все там читают и знают, получит американские самолеты, они скоро заработают, и Украина получит возможность тоже, значит, Я бить. извиняюсь, но уже появились западные там, военные эксперты, которые именно по авиации, и у меня вчера был Михаил Самусь. Есть все-таки информация, что как минимум тренировочные полеты F-16 на Украине, над территорией Украины уже производятся. Возможно, они здесь не базируются, мы не знаем точно, но уже там, и честно говоря, там даже и мои родственники, и мои друзья, они говорят, что вот мы видели в небе самолет, который не похож по форме на те самолеты, которые летали здесь раньше. Вот что это за Да. самолет, мы не знаем, но вчера Самуэль сказал, что, скорее всего, производятся тренировочные полеты. Ну да, ну да. И, собственно, так и пишется о том, что примерно к августу, началу сентября это уже превратится в действующую авиацию, вполне возможно. Ну, или во всяком случае к октябрю. Вот. И ну, про это читают и российские граждане, потому что это все обсуждается кремлевской пропагандой в негативном ключе, да, то есть понятно, но население для себя интерпретирует, понимает, что хотя власти говорит, что это вот ужас, как бы и на нас американцы напали, но тем не менее сам факт расширения возможностей, он населением воспринимается. Точно так же, как все хорошо понимают, что никаких мер или там никаких способов изменить ситуацию в Белгородской области у Кремля нет. И все разговоры там о каком-то санитарном кордоне ни к чему не привели. И если посмотреть сейчас на то, что пишется в российских Папочка, телеграм-каналах, извините, то почему не видно, что привели? Там санитарный кордон, в том числе на территории Белгородской области, и частично Курской уже. И электричества ну да, тоже у них, по-моему, уже нет. да, вот если в этом смысле иметь в виду санитарный кордон, то он там уже появился. И она сама превращается в этот санитарный кордон, сама эта область, да. И здесь ведь фиксируется то, что хорошо видно, что так называемое Харьковское наступление, которое сначала там кто-то бурно анонсировал в России, его нет, оно куда-то делось. И
И пока даже непонятно, вот прошло какое-то время, никто не может ясно сказать, а новое Министерство обороны у Путина, оно там как собирается действовать вообще, что там, да, то есть... Так что здесь, я думаю, сейчас момент, вот в эти 3-4 месяца, когда для населения Российской Федерации туман войны усилился. Но надо посмотреть, что будет как бы к зиме, попросту говоря. Перескочили сразу на тему обстрела Севастополя, а я не задала вам вопрос по поводу дебатов Байдена-Трампа. Вы смотрели или, может быть, хотя бы несколько минут смотрели, читали отзывы? Что вы можете сказать и что это означает для американских выборов? На мой взгляд, вот я гляжу из Центральной Европы, и я в этом смысле слово очень спокойно смотрю, потому что дебаты президентов это все, то есть вообще американские выборы и американское президентство, оно очень драматично, так сказать, в каждый момент кажется, что перед нами что-то чрезвычайное, но в реальности вспоминаешь прошлое, и как бы и президент США был застрелен в какой-то момент, и у президента Клинтона были большие моральные проблемы, президент Никсон как бы ушел с поста в результате разоблачения крупнейшего политического скандала 20 века, поэтому я спокойно смотрю на эти дебаты, и для меня не очевидно, что Трамп выигрывает сейчас эти выборы. С некоторой вероятностью. Ситуация открыта в этом смысле. Я присоединяюсь к тем наблюдателям, которые, глядя на конкретно эти дебаты, а там впереди дальше очень быстро сейчас будут приниматься решения Демпартии о том, чтобы выдвигать Байдена, как пишут уже сегодня, это будет быстрее, чем пройдет конференция, конвент Демократической партии, даже до этого. Я так поняла, что если они сейчас выдвинут другого кандидата, то он не успеет получить право баллотироваться в определенных штатах, причем 4 или 5 штатов. Ну и, соответственно, это серьезный минус для общего числа выборщиков, да, и, соответственно, для голосования, поэтому, по идее, демократам снимать уже поздно. Да, конечно, это совершенно очевидно. То есть Байден останется, он останется в этой кампании, никакой замены не будет. Поэтому обсуждение замены – это некоторая публицистика, которая сопровождает эти дебаты. А ход событий заключен в том, что весь штаб Байдена и весь демократический истеблишмент, он будет работать на то, чтобы Байден выигрывал эти выборы. Это очевидно. Если даже он потерпит поражение, то они сделают все возможное в оставшиеся месяцы для того, чтобы кампания Байдена шла эффективно. Поэтому я и смотрю на это скорее вот не как зритель, а как человек, который понимает просто, что перед командой Байдена стоят определенные задачи. Довольно непростые, разумеется. Но такие же задачи стоят и перед командой Трампа, поскольку продвижение Трампа к президентскому посту, оно тоже отягощено самыми разными обстоятельствами. И правы те, кто говорят о том, что и пишут из тех, кто знает политическую историю, что дебаты часто проигрывал претендент, первые дебаты, а затем как бы выигрывал выборы. Такое бывает, и такое может произойти и сейчас. Да. Ну, будем надеяться на то, что в любом случае победит американский народ, так сказать, в этих выборах. Вы спросили, что же делает новая команда Белоусова. Вот на телеграм-канал, правда, мне не очень известный, Times Finance называется, российский, написано так, что треть бюджета страны ушла неизвестно куда. Министр обороны России Андрей Белоусов со своими людьми провел аудит расходов Министерства обороны за последний год. Уже сейчас в ведомстве обнаружены огромные растраты в размере около 11 триллионов рублей. Фактически речь идет о трети расходной части бюджета государства в 2023 году. Вот чем занимается Белоусов, считает денежки. Так. Ну, да. Но он и поставлен, как бы, да, так это и анонсировалось, что он ставится, чтобы считать деньги, чтобы... Здесь вопрос в следующем заключен, что нет ни у кого сомнения, что поскольку Путин собирается вести долгую войну, то, конечно, ему надо привести в порядок структуру расходов военных.
вот так, чтобы в течение там ближайших 5 лет видеть, как это все в хозяйстве происходит, и то, что воруется, куда это все девается. И... Но мы видим хорошо, что есть очень серьезные сомнения в том, что Белоусов – это тот человек, который в состоянии, так сказать, в состоянии провести эту работу. Мы не знаем, чем она закончится, поскольку надо иметь в виду, что вся система, не просто Министерство обороны, а вся путинская система построена на откатах. И это просто ее структурная черта. Иметь такое представление о том, что в отдельно взятом военном ведомстве можно, значит, сделать все честно, как бы, а вся остальная машина будет работать, как работала, это очень трудно себе представить. Дело в том, что, собственно, к разворовыванию военного бюджета были причастны и, так сказать, ФСБ, и сотрудники ФСБ, которые, в общем, как бы и доложили, и боролись с Шойгу, и довели Шойгу до отставки, попросту говоря. И это очень сложная конструкция вся, потому что если система, в кавычках, коррупционная, а просто вот система, определенная система финансирования всего, если она демонтируется, то тогда там непонятно, каким образом военные предприятия должны будут работать, их руководители, каким образом ФСБшники, которые привыкли получать сотни тысяч долларов на таких военных закупках, откатов и так далее. Как это все будет питаться и работать? Это непростой вопрос, поэтому посмотрим, что там будет с Белоусовым. Сейчас он производит впечатление человека, который вряд ли справится со всей этой системой. Поэтому я думаю, что для того, чтобы Белоусов как-то справился, для этого надо изменить саму концепцию войны. Тут такая сложная ситуация. Вот, понимаете, Дело просто, ну, как бы борьба с коррупцией, она не равна победа в войне, абсолютно. Это как бы разные задачи. Они скорее даже вот эта борьба с коррупцией, она мне напоминает, что типа мы решили, как это называется, подбивать потери и выходить из проекта, подбивая потери окончательно, да. Да. А победа в войне, она, Сунь Цзы еще сказал, да, что не бывает успешных затяжных войн. Успешные войны только там быстрые благодаря победной стратегии. А здесь ни стратегии, ничего. У них же не меняется глава Генштаба. Ну и учитывая, что якобы Путин там сам передвигает какие-то фишечки на картах, да, и рассказывает, вот наступаем туда, идем туда, да, не считаясь с потерями. Но я не знаю, к чему это может привести. Это никак не поможет победить в войне. Это поможет сохранить какие-то деньги для бюджета или для родственников Путина, которые зашли в Минобороны и теперь сели на эти потоки. Вот они, наверное, от этого выиграют. А как это вообще может помочь победе в войне, я не совсем понимаю. Да, дело в том, что тут требуется ведь прибавить к экономии бюджета какую-то концепцию патриотического подъема. А на самом деле война в концепции Путина остается коммерческой. То есть смысл в том, что платятся деньги, то есть постоянно повышаются там эти контрактные деньги. Первая оплата за то подписание контракта, да, уже больше 1 400 000, по-моему. Да, совершенно точно. И все покоится вот на этой, так сказать, финансовой стороне. Это коммерческая война. И да, есть, конечно, там силы и круги, которые стремятся превратить эту войну, значит, в такую войну романтических энтузиастов. Но это все-таки не на этом как бы мотор войны построен. Так что здесь непростая история. То есть рационализация Белоусовым этой войны с финансовой стороны, она действительно непонятна, к чему должна привести. К ней надо приладить какую-то концепцию победы, но ее нет. Нет, это факт. Она сводится к тому, что вот Путин объявил, что все это правительство, которое он создал, все перестановки, которые он произвел, они направлены на то, чтобы реализовать вот этот ультиматум его. То есть, и они, видимо, эти люди, все назначенные сейчас заново, вся эта новая конфигурация из старых людей в значительной степени, там мало новых, но старые переставлены, они должны реализовать эту путинскую заявку там, в течение, не знаю, 5 лет, наверное, пока они находятся все в правительстве и в силовых блоках. Но
При этом абсолютно не видно, пока во всяком случае, как они собираются это делать и вообще могут ли они это сделать. Сейчас складывается впечатление, что я только что видел публикацию, в частности, господина Колбина, такого внешнеполитического российского эксперта в кремлевском издании «Россия в глобальной политике», где он довольно скептически пишет, хотя это кремлевское издание, о том, что план Путина выполним. Скажем, что Херсон взять не удастся. Ну, не удастся и не удастся. Вот непонятно здесь ничего в этом смысле. Как его можно взять, если он на другом берегу реки, и до него еще нужно сотню километров идти? Кто же им даст? Вон они на Сумскую область наступали, вы знаете, да, чем закончилось? Разбили на территории этой, как Курская область, да, там, по-моему, прилегает. А потом еще кадыровцы приехали и сняли кино, как они якобы заходят на территорию Крыма, но только в Теткино. Опять-таки там на территории Российской Федерации. У вас еще был интересный пост день назад, причем я так понимаю, что это тоже повтор вашего поста в 2018 году, или продолжение, так сказать, оценки ситуации, про значение рецензирования, в кавычках, для установления системы политического контроля, когда рецензирование равно донос. И что за прошедшие 6 лет эта линия вышла на полную проектную мощность. Если можно, объясните, о чем вы говорите. Просто сейчас фиксируется неимоверный всплеск, причем, что важно, это не только всплеск непубличных доносов, но и публичных доносов. Целый ряд фигур в российской, этой кремлевской политической системе, они гордятся тем, что они непрерывно пишут доносы в Генеральную прокуратуру, в Роскомнадзор, в Рособорнадзор, во все структуры, которые вообще могут что-то закрыть, заблокировать или возбудить уголовное дело по каким-то политическим статьям. И вот эта система доносов, она как бы не может работать, если нет еще дополнительной системы рецензирования. Здесь важный вопрос, что гуманитарная среда, то есть там филологи, политологи, значит, там антропологи, юристы, они все втягиваются в систему. Вот донос получен, и для того, чтобы принималось решение, надо, чтобы кто-то на него посмотрел, какие-то специалисты. И написали со своей стороны, что да, мы здесь видим проявление экстремизма. Или там, да, этот спектакль действительно содержит в себе недопустимые сцены. Потому что в противном случае регулирующие органы не могут принять решение. Им требуется эта экспертиза. И вот эта система экспертизы, она разбухла абсолютно. Она вся из себя представляет такой гигантский и чудовищный какой-то гнойник, нарыв. То есть, как бы, эта экспертиза, она действует развращающе на всю систему образования, потому что втягиваются люди, значит, вот все эти люди втягиваются в эту псевдоэкспертизу, которая ведет к тому, что что-то закрывают, что-то сокращают, значит, кого-то увольняют, кто-то из-за этого уезжает из страны. Ну и, в общем, это такая странная вещь, потому что одной стороны, мы видим хорошо, что, значит, одной рукой кремлевцы бесконечно пишут, что у них не хватает кадров. Это главная проблема. Там МВД даже заявляет о том, что не хватает там 200 тысяч сотрудников, потому что, значит, их нет. IT-сектор заявляет, что нет айтишников, там 200 тысяч не хватает квалифицированных. И, в общем, это касается и всех основных индустрий, то есть этих квалифицированных людей не хватает. При этом система доносов построена так, что она выбивает довольно много людей из вот этой такой профессиональной деятельности. Перед ними вопрос о том, оставаться, нет ли, и что вообще делать с собой и со своими семьями. Так что вот, да, эта система, она разбухла, и я написал, что она достигла проектной мощности. Ну, надо сказать, что это просто один из элементов сложившейся уже во время войны, один из элементов вот этого такого окончательного путинизма, попросту говоря, путинизма милитаризованного и репрессивного. Нельзя не вспомнить слова Довлатова, который написал, что мы без конца проклинаем товарища Сталина и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов?
Да-да, Так что это совершенно точно. приблизительно тот же вопрос, только теперь уже Да, относительно товарища Путина. Так, да. следующий вопрос, который я хотела задать, это, конечно, события в Дагестане. Да, вот количество доносов растет, а события в Дагестане происходят. Ну и более того, Да. я вот слушала Геннадия Гудкова на выходных, по-моему, у кого-то он говорил о том, что он вообще не уверен, что это теракт, потому что ну, на его взгляд, так как мы не можем знать до конца всей правды, то на его взгляд они убивали и ну, концептуально и принципиально пытались убивать полицейских. Возможно, там творится какой-то беспредел, как во многих частях страны творится на самом деле такой милицейский беспредел. И что даже этот батюшка в церкви, во-первых, никто не видел отрезанную голову или отрезание головы, но батюшка в церкви в свое время очень сильно в Чечне там как-то поработал. И батюшка ли он, да, или он батюшка, а у него там под сутаной погоны какие-то, никто не знает на самом деле. Ну, потому что в таких серьезных, сложных местах, как Дагестан, там вполне могли назначать и каких-то представителей спецслужб, или агентов, или вообще представителей спецслужб в церкви. И вот что это было вообще в Дагестане? Нет, ну у меня тут нет сомнений в том, что это такое вполне себе реальное проявление такого джихадизма. Потому что, ну, во-первых, мы видим хорошо, что все спецслужбы крупных государств с декабря прошлого года начали готовиться, имея информацию, к возможным терактам. Это, безусловно, связано, конечно, с ситуацией на Ближнем Востоке, с ситуацией вокруг Газа, потому что в октябре Хамас продемонстрировал такую радикальную такую форму нападения, которая направлена на то, чтобы стимулировать такой глобальный Не, кризис. подождите, но они, да, И отмечу, что они же не пошли резать евреев там в Махачкале и в Дербенте, да, они почему-то убивали только представителей полиции, ну, целенаправленно, по-моему, пострадало несколько мирных жителей, и вот эта ситуация с этим православным священником, засветившимся в Чечне до этого, на Чеченской войне. там ведь, да, но там дело не в евреях как таковых, а дело в том, что почерк такого радикального джихадизма всегда связан с максимизацией жертв. То есть, собственно говоря, там, застрелить, там, нанести такой мощный удар по полицейским, так чтобы было много жертв, это крупно очень звучит. Точно так же, как сжечь там синагогу и убить священника. Это очень медийно, очень звонко и очень конкретно. То есть это не то же самое, что просто подорвать себя на автобусной остановке, условно говоря, с каким-то количеством просто мирных жертв среди гражданского населения. То есть до конца непонятно, каким образом это все в Дагестане сейчас сформировалось, но то, что та группа, которая это сделала, она, на мой взгляд, хотела продемонстрировать свою солидарность с подъемом глобального джихадизма, то есть эти парни в Дагестане, они смотрят, вот хуситы, большие молодцы, вот как они себя сейчас ярко ведут. Они там обстреляли даже американский эсминец, да, или они вот затопили там какое-то судно. Вот они молодцы. Вот как бы Хамас, вот он как он сопротивляется, как бы Израиль не знает, что с ним сделать. Вот это да, то есть как бы там полгода войны, а лидеры Хамаса все еще живы. Вот какие они молодцы. На этом фоне несомненно, не только в Дагестане, но и в разных других частях мира, а не только Россия, я не сомневаюсь в том, что эпидемически поднимаются те, кто хотел бы участвовать в этом джихаде и тоже демонстрировать его мощь. А Так что связь, здесь вот так... извините, с членом Единой России, ну, вот это был сын, да, я так понимаю, племянник, один из тех, кто нападал на этих полицейских. Вот как вы это Нет, объясняете? ну, я так это объясняю, что все там члены Единой России. Смысл в том, что на Кавказе как бы вот это все карьерное продвижение, оно неизбежно связано с членством в какой-то партии. И если бы он был не в Единой России, то в Справедливой или в ЛДПР, неважно, все равно бы написали, что, посмотрите, он в одной из парламентских партий был записан. Так что это формальность, конечно, здесь она мало имеет значения, потому что все там, так сказать, записаны. И, собственно, и я думаю, что и в Чечне, как бы, и те, кто
убивает людей, как бы, и те, кто являются жертвами этих пыток и убийств, они все в каком-то смысле слова тоже члены Единой России. Фильм про Да? Кадырова и все, что там есть. Недавно проект снял этот фильм. Там и про педофилию, и про убийство вообще всех окружающих, даже жен, отъем детей у одних жен, передача другой жене, убийство этих параллельных жен. Что это вообще? Это же ужасно. Как вот на это все реагирует в России? Я думаю, что Россия реагирует на это никак, честно говоря. Вот почему. У многих существует такое представление о том, что во всем ужасе, который мы видим, явлено какое-то следующее будущее. То есть, попросту говоря, ситуация такова. Вот в России смотрели на белорусский протест и на то, как там били людей, пытали их в белорусских тюрьмах. И в России говорили, вот у нас такое тоже, пока этого нет, но будет. Потом началась война, и вот вагнеровцы кого-то забивают кувалдой и показывают это в эфире, и даже начинают эту, напомним тут, как бы, что ведь эту дальше начали делать сувенирную кувалду и друг другу вручать высшие руководители российского государства. У нас есть фотография, где Сергей Миронов, вообще бывший глава Совета Федерации, лидер парламентской партии, он стоит с этой кувалдой с гордостью, что ему Пригожин ее вручил. Вот эта кувалда, она символ этого насилия, совершенно произвольного и неинституционального насилия, не государственного. И когда, мне кажется, люди читают или видят про совершенно чудовищное насилие в Чечне, они относятся к этому как к тому, что это все может выхлестнуться на всю Россию. Отсюда вот это бесконечное настроение, что такой трудный момент, что Кремль этим пользуется, говоря, что посмотрите, как может быть, если не Путин, да, который от всего этого удерживает. Вот. Так что, с одной стороны, я бы сказал так, необходимо это показывать, потому что это реальность. То есть то, что та система, которую построил Кадыров в Чечне, она, конечно, является циничной и чудовищной совершенно формой какого-то такого средневекового контроля за людьми с помощью прямого насилия и полной бесконтрольности этого насилия. Но при этом, когда это показывают, то если иметь в виду российское население, то вот оно действует немножко в обратную сторону, я бы сказал. Оно действует в пользу Путина. Я не к тому это говорю, что авторы фильма как бы ставят себе такую цель, как бы напугать российское население. Нет, авторы фильма совершенно искренне показывают этот ужас, и его надо показывать, потому что это увидит и европейский зритель, это важно, и глобальный зритель, чтобы они понимали, чтобы люди понимали, насколько это все страшнее того, что мы знаем, скажем, там в разные периоды о других режимах, о политических режимах. Но для российского населения, мне кажется, тут важный момент вот такой. Это как бы люди думают, вот такое может быть и у нас, с нами, и не дай бог, если это будет. Вот такая история. Да, я теперь лучше понимаю Закаева и Масхадова, которые как бы немножко, знаете, да, они в противовесе друг другу находятся. Да. Масхадов младший сын президента Масхадова и Закаев официальный представитель правительства Ичкерии, Чечни в изгнании. Но они оба, конечно, говорят, что Кадыров это зверь и нелюдь, и, то есть, практически большую часть вещей по поводу убийств там местных жителей и репрессий, это я слышала и от них. И я теперь лучше понимаю, почему они так к нему относятся. Потому что когда ты видишь все остальное, да, это ужасно. Вот. И несмотря на это, несмотря на то, что все так происходит в Чечне, я вчера слушала Гудкова, потому что он у меня будет завтра, и я как бы всегда смотрю предыдущие интервью. И я посмотрела его с Латыниной. И, конечно, Юлия Леонидовна, она умеет задавать так вопросы, чтобы подвести человека под цугундер, так сказать, в некотором роде. И она начала ему задавать вопросы по поводу вот этой центробежной силы, регионов России и так далее. И он привел даже пример,
империя против окраин, да, какой вот конфликт, на каком он уровне, есть ли он. И он привел пример, что он там на каком-то заседании, по-моему, в Европарламенте, выступали они, выступали чеченцы, он, по-моему, с Касьяновым, там еще какие-то были люди от вот центральной России, так сказать, но оппозиционной, и чеченцы, которые уже давно, у них есть правительство в изгнании, у них там количество батальонов в украинской армии чеченских, по-моему, наверное, даже выше, чем количество русских добровольческих подразделений. И вот я так понимаю, что у него тут кардинальная позиция, что ни в коем случае не нужно качать эту тему, не нужно там, вот Украина, зачем вы подыгрываете этим чеченцам, зачем вы подыгрываете этим, ну, у нас же есть еще сибирский батальон, там якуты, башкиры, типа, зачем вы подыгрываете, все это неправильно и так далее, вы должны были сделать большое российское войско, подчинить его нам, оппозиции, а не так, как вы сделали, значит, с РДК и Легионом Свободной России, которые в составе ВСУ. Ну и типа и не надо раскачивать вообще вот эту вот региональную карту, повестку. Вообще она типа неправильно, она играет на руку Путину. Что вы об этом всем думаете? Потому что для меня еще... Я завтра спрошу Гудкова об этом. Но если можно ваше мнение вообще правильно... Но если люди у нас уже воюют, да, как мы им можем не помогать, как мы можем не поддерживать? Они у нас с 2014 года воюют. Но дело в том, что действительно здесь есть ну, такая сложившаяся реальность. То есть, скажем, если говорить, там, можно как угодно смотреть на вещи, но там, скажем, крымско-татарский меджлис, он существует, и он существует много лет. И он является, так сказать, фактором политики. Точно так же, как правительство Закаева в изгнании. Оно является некоторым фактом. И здесь смысл в том, что все в такой ситуации, как сейчас, каждый делает свой собственный выбор и следует ему. И с этим просто надо считаться. Я так на это смотрю. Я не преувеличиваю значения или возможности, там, скажем, этих групп на то, чтобы там повлиять на распад России там, радикально или как-то изменить повестку. Но они все имеют основания. Основания в ходе всей политической истории 30-летия постсоветского. И поэтому, скажем, допустим, если российские буряты, они каким-то образом о себе заявляют и формируют какую-то гражданскую организацию или даже военную, то мы смотрим на это и видим в этом проявление естественного процесса, потому что для Российской Федерации, для ее властей и для ее общества все постсоветское 30-летие стоял вопрос о том, вот этот обломок Советского Союза, называемый Российской Федерацией, он нашел свою форму, он как бы сформировал свою политическую идентичность. И можно было 15 лет сказать, например, что да, посмотрите, в общем, это такое, ну, сложилось некоторое такое единство. Но ведь дело в том, что мы сейчас в другой ситуации находимся. Путин всей своей политикой и всем этим путинизмом своим, он как бы опрокинул всю эту идентичность. Он сам это сделал. То есть никто, так сказать, не подталкивал его под руку для того, чтобы начинать войну против Украины, которая, как, так сказать, эффектом домино, она вызывает массу разных процессов. Она вызывает изменение ситуации на Кавказе. Да, вызывает, конечно. Это видно по буквально всем. Она вызывает там реакцию в Молдове, да, вызывает, безусловно. И внутри Российской Федерации она тоже обостряет у всех вопрос, кто мы. То есть почему мы тогда в таком случае во всей этой конструкции находимся. Это естественный процесс. И поэтому я смотрю на это как на некоторое такое выражение собственных позиций людей. Вот, собственно, что тут можно и сказать. И поэтому отрицать и говорить, что исходить из мысли, что у нас есть какое-то ясное представление вот, о прекрасной России будущего, мы сейчас не можем. Это как бы вступает в противоречие с просто реалистичной картиной итогов 30-летия. Да, если бы, ну, предположим, как бы, если бы в России имелась какая-то прогрессивная политическая сила, влиятельная, которая бы говорила, что вот мы
сказать, знаем, как перейти там, к парламентской демократии для вот, всего населения Российской Федерации, которое нам досталось, то тогда бы, конечно, можно было бы с интересом посмотреть и сказать, что, хорошо, значит, вот в этом направлении можно двигаться. Но такого нет сейчас. Сейчас совершенно другая в этом смысле слова ситуация. Сейчас не только такие этнические и религиозные группы, такие компактные в Российской Федерации, заново спрашивают себя, а кто мы здесь в этой ситуации? То есть под что мы тут подписываемся дальше, под какое будущее? Это что, все эти группы должны сказать себе, что мы на следующие 25, 30 или 50 лет находимся в каком-то таком специальном изолированном пространстве благодаря этой войне? И это касается не только их, но и российских территорий. То есть я думаю, что совершенно не без оснований те, кто живет на севере России, они будут себя спрашивать о том, что хотим ли мы как бы быть вместе с югом, условно говоря. И уральцы заново, и те, кто за Уралом, так что могут вполне ставить такие вопросы. Подогреть специально, с моей точки зрения, это невозможно. То есть Так а там, по-моему, российская власть сама все делает для подогрева, да, вот эти отправления бурят тех же, да, массовое на войну, или там тоже вот эти в Башкирии подавление этих протестов, вы же видели, что там творилось в Башкирии, когда они сажали, ни за что просто зажали этого активиста, просто ни за что. Совершенно точно. И эти шрамы, они остаются. То есть, ведь Кремлю кажется как, что вот залили деньгами, там, скажем, в Ингушетии протест, посадили там старейшин каких-то, или там в Башкирии вот этого экологического, такого вполне авторитетного человека, уважаемого, как бы его засадили там. И они типа подавили. Но на самом деле это остается тяжелым шрамом. То есть сообщество это помнит. Оно помнит это как фундаментальную несправедливость, которая совершена, так сказать, в отношении людей. И это потом никуда не девается. Оно никуда не девается из памяти. Тут точно так же, как с крымскими татарами. То есть либо это все развивается каким-то образом в современное государство, и тогда там понятно, по каким-то европейским моделям, всем есть место, всем понятно, что здесь такое культурное разнообразие поддерживается. А если у вас такое авторитарное государство, где, так сказать, все воруют под ковром, как бы, и кувалда гуляет, то, откровенно говоря, здесь возникает такой вопрос, да, что каждый... По пути ли нам с этими людьми, да. Вот я якут, да, у меня тут много алмазов и золота, по пути ли нам с этими людьми вообще? Зачем они нам нужны? Да. Ну... И такой вопрос в постсоветский период вставал в этих регионах, поэтому я не сторонник того, чтобы нам самим как бы себя запугивать тем, что вот если начнется такие дезинтеграционные процессы на территории Российской Федерации, что это непременно поставит какой-то страшный вопрос там, о ядерном оружии там, или о том, что возникнет хаос какой-то непреодолимый. Нет, история так построена, что примеров многочисленных крупных таких исторических катаклизмов, при которых это все принимает форму, вполне разумную. И, возможно, так и будет с Российской Федерацией. Или, может быть, не будет, если возникнет какая-то действительно крупная политическая альтернатива. Меня, знаете, что еще просто поразило, что как бы Гудков, он предъявляет претензии, что типа почему вы, вот у вас есть эти батальоны чеченские, у вас есть эти батальоны сибирские, да, типа зачем вы им помогаете, но у меня вот такая мысль, да, мы платим кровью своих, если не я лично, то мои друзья и родственники, мы платим за независимость от вот этого вот монстра имперского, не знаю какого, своей кровью, своих родственников, своих друзей. А те, кто рядом с нами и платят тоже кровью, это наши, наши партнеры, наши братья, да, и если у них есть позиция по Хасавюртским соглашениям, они считают, что Чечня должна быть, там, я не помню, какой у них статус, независимость какую-то относительно они получали, если я не ошибаюсь, да, или там, если якуты или башкиры тоже видят свои какие-то, но если они наши партнеры, почему мы им должны запрещать с нами воевать и становиться с нами рядом? Точно так же, как и РДК и Легионы Свободы России. Но тут мало просто сидеть и выступать в Европарламенте.
Тут надо, как бы, если вы хотите играть роль, чтобы вот он говорит, что с нами не разговаривает украинское правительство. Да ладно, чего, мы с вами разговариваем, но с теми, кто с нами вместе платит такую же цену, как и мы. С легионы официально, вот эти русские батальоны официально легализованы, с ними там все общаются, они там на самом высоком уровне представлены, они там и с Зеленским встречаются, и с Будановым встречаются и так далее. Вот это даже русская же ваша оппозиция, которая была, Да. там же Буданов и на первой, и на второй встрече встречался. И еще там кто-то из офиса президента и кто-то из парламента. Всегда обязательно кто-то присутствует. То есть сказать, что украинская власть не общается, нельзя. Общается украинская власть. Просто с теми, кто наравне с нами готов либо поддерживать батальоны, как это делают украинцы, либо участвовать в батальонах. Ну, Я смотрю на это, я хочу сказать широко, потому что мне совершенно понятно, что в целом как бы, тут простая логика, что если мы поддерживаем в целом глобальный альянс поддержки Украины, то есть, а мы поддерживаем как бы и вооружение Украины, и участие других стран в этом, то, соответственно, как бы нелепо было бы говорить, что а вот сибирский батальон мы не поддерживаем. А почему? Они просто сражаются на стороне Украины, и также дело происходит с чеченскими формированиями или там с любыми другими вообще бойцами в интернациональном легионе Украины. Это логика просто такой всесторонней поддержки Украины в этой ситуации. А то, что иначе было бы, знаете, анекдотично тоже, можно так посмотреть, что можно тогда предъявить такой укор как бы российской оппозиции и сказать, что извините, но вы, так сказать, публично поддерживаете, я сейчас говорю, мы публично поддерживаем, давайте скорее выделять военную помощь, пусть американцы выделят скорее военную помощь Украине. Да, это хорошо, что мы так говорим, но в таком случае тогда надо и сказать себе, что мы поддерживаем тот факт, что люди, которые имеют военный опыт и хотят воевать на стороне Украины, что они, неважно, они исландцы, норвежцы или они чеченцы, они вступают как бы в украинскую армию и сражаются вместе с украинцами. Да, естественно, но это абсолютно логично. Спасибо большое. Напоминаю, что это Александр Морозов, философ-политолог. Подписывайтесь на его соцсети, они будут по ссылке в описании к этому ролику. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Завтра, как я уже сказала, Геннадий Гудков. И спасибо вам большое, Александр. Спасибо вам. До свидания. До встречи.